Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». В декабре в золоте к доллару произошло фундаментальное событие, подтверждающее наши долгосрочные и среднесрочные прогнозы и отражающее все перипетии финансовой и бюджетной политики США и, в общем-то, всего Запада в целом. Оно взаимосвязано и с ситуацией на сырьевых рынках, и в первую очередь с рынком энергоносителей. Прежде чем перейти к графику и анализу этого ключевого события, произошедшего с золотом, я хочу немного остановиться на вопросе правильной трактовки нашей позиции и на роли тенденций разного масштаба. Первое. Для того, чтобы правильно воспринимать мои прогнозы, которые я вам показываю, а самое главное, получать от этого пользу, а не вред, то в первую очередь нужно помнить, что даже если этого постоянно не подчеркиваю, я всегда исхожу из того, что деньгами и, соответственно, нулевой позицией является золото. Все остальные валюты, активы и прочее – это инвестиции из золота. Сейчас я не буду подробно останавливаться на обосновании того, почему я считаю, что наиболее выгодный и безопасный подход. Поскольку именно об этом практически все предыдущие ролики канала. Последний раз я это подробно обосновывал в августовском ролике 2023 года. Золото-доллар-рубль, управление золото-доллар, август 2023 года. Если не смотрели или подзабыли, гляньте, ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео в его описании. Если будет необходимость вспомнить глубже, то в этом ролике и в его описании вы найдете ссылки на более ранние ролики, где я также обосновывал этот тезис. Еще раз подчеркиваю, я в курсе Ямайских соглашений середины 70-х, превративших доллар, впрочем, как и другие фиатные валюты, в нечто постепенно превращающееся в обычные бумажки. Речь не о том, какие соглашения подписали в свое время владельцы долларового печатного станка. Поэтому я говорю не о правильности, посягая на религию секты поклонников доллара. Я говорю просто о большей выгодности такого подхода. И последовательно показываю и доказываю это в роликах нашего с вами канала. Соответственно, любая покупка золота за какую-либо валюту – это либо возврат в золото, либо открытие длинной позиции в золоте за счет кредита в этой валюте. А курсы валют друг к другу являются только следствием их поведения к золоту. В чем психологическая сложность такого отношения? Нас всех приучили к фиату, а затем испортили его. Золото во всех котировках занимает место товара, а фиат место денег. И в нем же выплачивают постепенно теряющую покупательную способность зарплату. А также рисуют растущие ценники в магазинах. Рубль и Россия в этом процессе до начала 2000-х шла в общем фарватере и даже в спорном авангарде. Ситуация очень постепенно начала меняться во второй половине нулевых. Но я пока на этом останавливаться не буду. И, наверное, немного вернусь к этой теме после корректировки долгосрочного и среднесрочного прогноза. Но тем не менее, весь этот зарплатно-ценниковый антураж и ограничение на оборот золота сильно затрудняет восприятие золота как реальных, настоящих, более качественных денег. Я в тысячный раз хочу особо подчеркнуть, что я не топлю за золото, как за единственный свет в окошке, и не обожествляю, абсолютизируя его. Несмотря на тысячелетнюю историю исполнения золотом роли денег, оно является удобным, привычным, но не единственным возможным выбором. С точки зрения экономики возможны и более объективные, качественные подходы. Они постепенно реализуются на примере рубля, по мере реализации стратегии по выводу мира из социально-экономической катастрофы тысячелетия. Но это достаточно длинный эволюционный процесс, который займет как минимум несколько десятилетий. Поэтому для нас с вами, с точки зрения практики ближайших десятилетий, золото своей роли как наиболее качественных, по крайней мере, инвестиционных денег пока не утратит. Когда мы делаем прогноз динамики какого-либо инструмента, мы обычно предполагаем то или иное его ценовое поведение.
то есть определенную ценовую траекторию. Правильно сделать прогноз – это первое действие. Второе действие – это то, что мы делаем в соответствии с этим прогнозом. И здесь очень тонкий момент. Под словом «что» я понимаю не направление операции, то есть покупать или продавать. Это банально. А объем и трактовку операции. Трактовка операции – это с какой позиции и что мы делаем. А как раз вот здесь очень важным является понятие того, что является деньгами, а что товаром. Потому что следующий вопрос с объемом операции пляшет именно отсюда. У нас с вами сугубо практический и прагматический интерес, а не путешествие по ботаническому саду абстрактных гипотез о влиянии цвета мочи болтунов-политиков и самих ботаников-аналитиков на формирование так называемых валютных зон, панрегионов или новых Ялт в Бреттон-Вудсах. Поэтому я дальше не буду заниматься абстрактными рассуждениями о сферических золотых позициях в фиатном вакууме. А мы еще раз посмотрим на все это на нашей конкретной ситуации. На ситуацию золота к доллару. Это у нас с вами золото в долларе за последние примерно 120 лет. В десятилетнем масштабе, то есть в десятилетних свечах. Цифры разметки из младших масштабов, ну вот так вот, немного сбились в кучу, слегка затемняют график. Если не можете сразу сориентироваться, просто тормозните ролик и спокойно посмотрите на этот график. Напоминаю, что, как обычно, все графики к этому ролику есть в отдельной публикации на Дзене. Ссылка на нее под этим видео в его описании. Я не буду подробно рассматривать и обосновывать нашу основную идею долгосрочной трактовки золота к доллару. Если подзабыли или не смотрели, можете глянуть в ролике последнего обновления в августе 2023 года долгосрочного прогноза по золоту. Золото прогноз на 15-20 лет. Экономика России выросла на 20%. Кризис на Западе будет еще 40-60 лет. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео его описание. В этом ролике есть ссылки на предыдущие ролики с подробным анализом долгосрочной истории золота. Поэтому сейчас я только тезисно и очень коротко проговорю наши основные выводы. Наш базовый сценарий – это то, что мы рассматриваем период 30-х-90-х, то есть вот эту волну, как первую и вторую волны Эллиота. Они помечены большими зелеными циферками 1 и 2. А движение, стартовавшее с начала 2000-х, вот отсюда, мы с вами рассматриваем как наиболее вероятное формирование третьей волны. Это отражает большая зеленая троечка. Вот она. Поскольку условия существования третьей большой зеленой волны пока не нарушены, это позволяет нам и дальше рассматривать динамику начала 2000-х, то есть вот отсюда, как развитие отдельной третьей волны Эллиота. При этом наиболее вероятно, что это импульсная волна, со всеми ее вытекающими характеристиками. По крайней мере до тех пор, пока выполнены условия того, что это третья волна Эллиота. Напомню, что рассматривать рынок с максимально возможного масштаба – это универсальный прием. Он позволяет быстро классифицировать наиболее вероятное крупномасштабное состояние, разделить его на завершенные и на незавершенные элементы и задать их примерные масштабы. А дальше уже рассматривать незавершенные элементы отдельно и переходить к осмотрению их внутренней структуры в меньших масштабах. Соотношение времени соседних временных масштабов, как вы помните, соотносится примерно как между 1 к 4 и 1 к 6. Поэтому дальше переходим к масштабу 2,5 года. Я пропускаю вопрос о начале 2,5 летки, то есть от того времени, где она начинается. Сейчас для нашей точности, как и вопрос о правильном начале отсчитывания десятилеток, это не важно. Но по моему мнению, правильное позиционирование начала свечей глобальных масштабов связано с циклами солнечной активности и их характеристиками. Я полагаю, что именно это нашло свое отражение в китайском летоисчислении с присвоением году 3 классификаторов. То есть
образ животного, среды, там металл, земля, вода там и так далее, и цвета. Объединение времени в более длинные, то есть столетний цикл династии, это, на мой взгляд, отражение более долгосрочных, чем десятилетние солнечные циклы, то есть столетних циклов солнечной активности. Все эти долгосрочные циклы имеют чисто материалистические причины и подчиняются совершенно объективным законам физики. Никаких чудес. Хотите побольше загадочных, но, как правило, невыгодных для вас же самих чудес в своей жизни, учите поменьше физику, химию и математику. Это золото с 60-х годов, но уже в 2,5-летнем масштабе. Вот наша третья волна. Вот она, зеленая. И ее внутренняя структура. Напомню, что вот эти циферки, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, ну и так далее. Вот это тоже вот. Это обеспеченность денежной базы США золотом. Это фундаментальный показатель, но он не работает строго в условиях отказа от золотого стандарта. Но, как вы видите, он все равно показывает масштаб отклонения бумажного доллара от классических значений и позволяет делать определенные долгосрочные выводы о возможных масштабах девальвации доллара к золоту. Обращаем внимание на две предыдущих волны девальвации доллара. В 80-м, вот здесь, несмотря на заключение Ямайских соглашений в середине 70-х, вот здесь они были, он все равно девальвировался до тех пор, пока не дошел до 100% обеспеченности золотом. Вот до сюда. А в 2000-х годах, вот здесь, он дошел только до 45% обеспеченности. Поэтому только приостановился в середине десятых и опять принялся девальвироваться в конце десятых годов. Но обратите внимание, что стартовав в середине десятых со значения обеспечения денежной базы ФРС в 20%, вот они, несмотря на практически четырехкратное падение доллара в этот момент к его курсу в начале 2000-х, то есть вот отсюда, вернее, вот отсюда, вот до сюда, обеспеченность денежной базы практически не выросла. Вот 12%, вот 20%. Сейчас она, кстати, осталась примерно тоже на уровне 20. Вот и вот. Это означает, что по мере падения доллара шла его дикая эмиссия, а золотые запасы и резервы, приравненные к ним, а также реальные производственные мощности, это очень важно, не росли. Именно это необеспеченное созданием реальной стоимости эмиссия доллара и является настоящей причиной его обесценения. Обеспеченность доллара золотом – это фундаментальный показатель, показывающий, что долгосрочно у доллара и есть определенные шансы упасть к золоту как минимум в 4-6 раз. Мы это не воспринимаем как железное руководство к действию в понедельник, типа в понедельник с утра, а воспринимаем как возможную подсказку, оценку на долгосрочную перспективу. Но этот фундаментальный намек согласуется и с нашими техническими оценками. В предыдущих роликах долгосрочного анализа мы с вами пришли к выводу, что движение с 2000 по 2012, вот это, с наибольшей вероятностью является только первой внутренней волной в будущей пятиволновой последовательности большой зеленой волны, то есть всей вот этой вот волны. Мы эту вероятную первую внутреннюю волну обозначили синей единичкой. Вот она. Соответственно, коррекция с 12 по середину десятых – это наиболее вероятная вторая волна в пятиволновой структуре большой зеленой третьей волны, то есть всей вот этой вот волны, которая будет дальше оттуда формироваться. Их мы обозначили синей двоечкой. Вот она. Дальше должна начать развиваться третья синяя волна. Первое условие, это вот это вот.
кусочек ее. Первое условие ее начала – это пробой максимума первой волны. Вот этого. Он приключился во второй половине 2020 года. Вот здесь. Сразу после того, как затеявшие поглощение всей мировой экономики глобалисты решили замутить чумку, напечатать много баксов и попилить их. Как только приняли это решение, так сразу условие формирования третьей синей волны и выполнилось. Максимум 2012 года был золотом пробит. Вы, наверное, удивитесь, что условные командиры Америки валят их бакс. Во-первых, у них, по их понятиям, есть железная отмазка. Они раздевают всех и рушат систему ради правильной либеральной капиталистической вещи. Ради, подчеркиваю, ради личной прибыли. А личная прибыль, по их понятиям, это святое, это самое главное. Но есть и те, кому не досталось от этого большого хапка. Есть и те, кто не считает, что это правильная мотивация, чтобы разрушать систему. Есть и те, кому пришлось и придется в дальнейшем за это платить. Из-за реализации этой модели. А главное, из списка бенефициаров глобализации именно из-за списка бенефициаров этой глобализации в Штатах сейчас и разгорелась свара по поводу выборов. Условия существования третьей синей волны – это не закрытие какой-либо из ее 2,5-летних свечей в теле свеч предполагаемой первой волны. То есть, вот где-то ниже вот этого места. Условие это не сильно жесткое и не очень строгое, но тем не менее достаточно важное. Оно увеличивает вероятность того, что волна, начавшаяся в середине десятых, вот здесь, будет иметь импульсный характер. То есть, возможно, будет пользоваться соотношением Фибоначчи в этом случае. Чтобы перейти в меньшие масштабы, в годы, кварталы и месяцы, это условие можно немного трансформировать. Примерно в то, что годы и кварталы не должны закрываться ниже зоны 1400-1500 и устойчиво оставаться там больше нескольких лет. Поскольку и до тех пор, пока это условие существования третьей синей волны, вот этой вот, выполнено, мы можем работать при прогнозировании золота с участком середины десятых годов, то есть вот с этим участком, по настоящее время, как с обычной импульсной волной, помня, что ее размер с наибольшей вероятностью должен быть как минимум в 1,5 раза больше первой синей волны. Подчеркиваю, это утверждение высоко вероятно при условии существования третьей синей волны, которую мы только что обсуждали. Короткое напоминание общей канвы анализа позволяет нам перейти к меньшим масштабам, посмотреть, что же там такого произошло в декабре 2023 года, что так сильно изменило туман многовременного поля вероятностей. Поэтому переходим в годы. Это у нас золото в долларе с 60-х годов по настоящее время в годовых свечах. Вот примерно вот отсюда. По-хорошему нужно переходить в полугодовые свечи. Но их нужно строить начиная с октября и марта, если уж совсем правильно. А стандартные программы не очень это позволяют. Поэтому, чтобы показывать вам все в стандартном, доступном для вас виде из других программ, в ролике я буду все делать в годах и кварталах, и месяцах, делая, когда это будет необходимо, оговорки. И напомню, что большинство показываемых мной результатов были получены другими, более сложными методами. А язык теханализа я использую как более простой и наглядный для изложения. Но, тем не менее, выводы теханализа подтверждают результаты, полученные другими подходами, и показывают похожие результаты. Вот в годовом представлении первая и вторая зеленые большие волны. Вот предполагаемая третья большая зеленая волна. И вот циферка 3. Вот она. Мы сейчас работаем вот с этой третьей синей волной, которая началась в середине десятых годов. И пока мы предполагаем, что она еще до конца не сформирована. Вот ее циферка, троечка синяя. Ее мы тоже, как и третью зеленую волну,
с высокой вероятностью пока полагаем импульсной волной. Это предположение законно до тех пор, пока выполнены условия существования третьей синей волны по отношению к первой синей волне, вот к этой. Напомним, что мы с вами деньгами, то есть нулевой нейтральной позиции, считаем золото. В уже упоминавшемся сегодня ролике «Золото-доллар-рубль. Управление золото-доллар. Август 2023» нами было показано, что наша текущая долгосрочная 2,5-летняя и 10-летняя позиция по отношению к доллару, помимо позиции полностью в золоте, это вдобавок еще 3-5% длинной долгосрочной позиции в золоте, открытой за счет кредита в долларе. Ссылка на этот ролик была раньше на экране и есть под этим роликом его описание. Что это означает? Это означает, что в долгосрочном горизонте с шагом принятия решения раз в 2,5 или в 10 лет наша позиция по отношению к доллару – это позиция полностью в золоте плюс 3-5% золота, купленного за долларовый кредит. Это очень долгосрочная позиция, аналогом которой может быть, например, крупный пакет или доля в золотодобывающем активе. Конечно, при этом подразумевается, что добыча значимо рентабельна, если ее рассчитывать, внимание, в золоте, а не в долларах там, или еще в чем-нибудь. В годовом и квартальном представлении, которое мы глянем чуть позже, в дополнение к более старшим масштабам, мы тоже имеем несколько выполненных условий открытия длинных позиций. Это добавляет к долгосрочной длинной позиции, там 2,5-летней, 10-летней, еще несколько процентов среднесрочной позиции. Последний критерий – пробой вверх максимума 2020 года, то есть вот этого, который был выполнен в декабре и который мы обсуждаем в этом ролике, добавил еще там 1, 2, 3% к годовой и квартальной позиции. В декабре же, то есть на этом критерии, был выполнен и критерий увеличения месячной позиции, то есть по месячным свечам. Это тоже был пробой 2020 года, то есть вот этого места. Что это означает для реалий и для текущих операций? Это означает, что любая позиция в долларе трактуется нами как инвестиция из золота в доллар, то есть как короткая позиция из золота в доллар. Имеется в виду короткая позиция в золоте. Причем она открыта против трендов старших масштабов, вплоть до месячного. То есть она может являться результатом работы в коррективных тенденциях понижения золота недельного или дневного масштаба. Подробно мы с вами это рассмотрим в следующем ролике, в анализе исполнения и корректировки среднесрочного прогноза. Но сейчас я еще раз замечу, что поскольку в старших масштабах, вплоть до месячного, мы получили подтверждение развития импульсных волн в направлении восходящих трендов, то в неделях и днях с технической точки зрения с наибольшей вероятностью могут быть только коррективные волны в их импульсном понимании, имеется в виду для тенденции вниз. Для тенденции вверх, естественно, там могут быть импульсные волны только вперед. Поскольку я упомянул Элиота, напомню вам еще одну заметочку, которую нужно придерживать в голове по поводу точности и надежности волн Элиота. Весь этот подход, имеется в виду элиотовский, как, впрочем, и все законы, приметы классической политэкономии и монетарных подходов, были разработаны до 50-х годов, то есть вот там вот, 20 века. То есть когда деньгами фактически являлось золото. Поэтому сейчас мы имеем дело, во-первых, с обратными графиками, когда мы смотрим на золото в долларе, в которых на самом деле импульсные восходящие волны, вот эти вот такие вот и вот такие. То есть вот эти восходящие пятиволновки. Если перейти в правильное прямое представление, то есть в обратное, вот к этому графику, где деньгами является золото, станут падающими коррективными волнами. Но существенно это влияет только на развитие и пропорции пятых волн. Ну, вот в этом представлении, которое мы сейчас видим на графике. И исходя из моего опыта, до окончания формирования третьей и четвертой волны Элиот работает вполне приемлемо. Во-вторых, используя технический анализ или экономические законы, приметы или соотношения оценки, нужно всегда понимать, что они были получены в условиях, когда деньгами было золото.
и что их статистические характеристики отражают именно золотое отображение экономических показателей. И чем к более длинной по времени картине относятся эти рассуждения, тем важнее это помнить. Особенно важно это становится тогда, когда используется понятие «растет» или «падает» к какому-либо из этих показателей. Потому что мы с вами уже на примере недвижимости и нефти видели, что рост активов в долларе на самом деле может быть его падением в золоте. Это именно та ловушка, в которую сейчас попали все члены секты поклонения доллару. И похоже, что в том числе и руководство ФРС, и руководство Минфина США и прочих бреттон-вудских институтов. Возвращаемся дальше к нашим баранам, то есть графикам. Условием прикрытия длинных долгосрочных позиций до 2,5-летнего масштаба является статистически значимый пробой вниз зоны вот этой вот примерно 1550-1580. На графике она показана красной линией вот этой вот и красной стрелочкой. При этом условие существования десятилетий длинной позиции размером примерно 1-2%, ну может чуть больше, оно в этом случае все равно останется. Поскольку критерий ее закрытия гораздо ниже. Это примерно в области 400-500 долларов. То есть где-то вот здесь нужно, чтобы значимый рынок оказался. Подчеркиваю, что речь идет только об условии существования длинных долгосрочных позиций. То есть позиций, купленных в долларовый кредит, вдобавок к нейтральной позиции, полностью в золоте. Это совсем не означает, что они, подчеркиваю, что они временно не могут быть перекрыты краткосрочными позициями в обратном направлении. И психологическое замечание. Мы с вами почти всегда смотрим на классические графики, где золото как бы является товаром. Но это не классический, а имеется в виду общеупотребимый. Именно то, что на самом деле мы привыкли смотреть на график вверх ногами, затрудняет восприятие золота деньгами. То есть восприятие его как нашу нулевую позицию. Сделано это специально, чтобы иметь преимущество перед вами и легче обыгрывать вас. Что изменил в нашей трактовке пробой максимума 2020 года? То есть вот этого. 2090 долларов была там цена за унцию. В общем, это только усилило и подтвердило наш анализ и трактовку динамики золота. Событие это было спрогнозировано во всех предыдущих долгосрочных и среднесрочных прогнозах, в предыдущих роликах, вплоть до роликов конца 2021 года. Все они в свободном доступе на канале в разделах «Золото-доллар года» и «Золото-доллар квартала». Можете глянуть, чтобы убедиться в этом. Этот пробой усиливает вероятность правильности всей нашей с вами долгосрочной трактовки траектории золота к доллару. То есть он усиливает вероятность того, что сейчас мы находимся в третьей синей волне большой третьей зеленой волны. Общую долгосрочную картину мы с вами посмотрели. И дальнейшая наша логика в основном связана с анализом сценариев развития самой вот этой третьей синей волны. То есть мы ее можем рассматривать почти независимо. Поэтому дальше переходим к более близкому рассмотрению. Но пока сделаем это в годовом масштабе. Перед этим переходом я еще раз отмечу, что увеличение вероятности того, что фрагмент с середины десятых годов по настоящее время является третьей синей волной, а значит и импульсной волной, увеличивает вероятность того, что размер этой вот третьей синей волны может быть кратно больше размеров первой синей волны. То есть третья волна, она, как правило, либо равна, либо, а чаще больше, чем первая волна. То есть вот это вот у нас первая волна, мы находимся в третьей волне синей. То есть это означает, что третья синяя волна только как составная часть третьей волны, только вот в этом качестве, легко может уйти как минимум в район 3,5
5000 долларов. То есть вот куда-то вот сюда, вот в эту область. То есть это достаточно легко. Это согласуется и с фундаментальными оценками обеспеченности денежной базы ФРС золота. Вот они. То есть мы имеем сейчас в районе обеспеченности в районе 20, 23%, 22%. Но подчеркну, что все эти оценки не на завтра в понедельник, это я в кавычках говорю, или завтра во вторник. Как мы помним из оценок в наших долгосрочных прогнозах, этот процесс может затянуться на десятилетия. Ну а теперь переходим к более крупной картинке. Это график золота в годовых свечах с начала нулевых, вот отсюда, по настоящее время, по сейчас. Внутри третьей синей волны, этой, мы имеем импульсную пятиволновую структуру, которую я обозначил голубыми цифрами. Раз, два, три, четыре и вот пятая. Вероятность того, что эта маленькая голубая пятиволновка импульсная волна усиливается тем, что пробой максимума третьей голубой волны произошел до захода четвертой волны. Вот он, минимум четвертой волны. В область первой волны. То есть пересечения нету вообще никакого. Это дает нам основание с высокой вероятностью полагать, что начиная с минимума 2022 года, вот отсюда вернее, что с минимума 2022 года, вот отсюда, мы находимся в маленькой пятой голубой волне. Вот она, циферка. В силу всех перечисленных свойств, очень высока вероятность того, что последовательность 5 голубых волн с середины десятых годов, вот это 5-волновой импульс. Поэтому мы можем отложить Фибоначчи для проектирования наиболее вероятного, подчеркиваю, минимального уровня завершения для вот этой маленькой голубой пятой волны. Подчеркиваю, только минимального. В дальнейшем это замечание будет важно. Этот Фибоначчи мы с вами уже откладывали раньше, поскольку почти все, что я до этого момента говорил, мы почти дословно обсуждали в предыдущих прогнозах. Красные линии 200 и 2250. Вот это. Это как раз от тех обсуждений и прогнозов, которые сейчас выполняются. Обратите внимание, что золото, пробив максимум 2020 года, вот этот вот, за унцию, четко остановилось в первом сопротивлении. 200. Вот оно. Которое мы с вами уже давно нарисовали. Вся голубая пятиволновая последовательность с середины десятых годов, вот отсюда, может иметь два варианта развития. Ну, вообще-то 2,5, почти 3. Сейчас дальше будет достаточно непростая для восприятия часть ролика, поэтому я постараюсь объяснить все понагляднее и поподробнее. Пятиволновая голубая последовательность с середины десятых годов, вот это часть внутренней синей волны, то есть вот этой вот. То есть она ее формирует, какая-то часть. Может быть реализовано два сценария развития этой голубой пятиволновки, как внутренней структуры третьей волны. Перед их разбором оценим возможные временные масштабы формирующейся третьей вот этой вот синей волны. Как мы с вами определили ранее в предыдущих роликах долгосрочного анализа, она с наибольшей вероятностью является третьей волной вот от этой первой волны, которая с 2000 года была, может быть, даже чуть раньше немножко, до 2012 года. То есть длина первой синей волны по времени от 12 до 15 лет. Ну, в зависимости от того, как там ее считать. То есть может либо так получиться, либо так.
Третья волна в подавляющем количестве случаев не меньшего масштаба, чем первая волна. Но, как правило, она длиннее по времени первой волны как минимум 1,6 раза по времени. Значит, ее наиболее вероятный масштаб находится в пределах как минимум от 15 до 20 лет. Подчеркиваю, как минимум. То есть завершение формирования третьей синей средней волны, вот этой, то есть вот этого фрагмента всего, наиболее вероятно должно произойти, подчеркиваю, не ранее либо конца 20-х, либо середины 30-х годов. Не точно в это время, а не ранее. По каким сценариям это может реализоваться? Их два. Первый структурно относительно простой. Схематично он похож на внутренний сценарий первой синей волны. То есть вот на вот этот. Смотрим на нее. Вот как мы ее определили с вами ранее. Вот ее пятиволновая структура. Раз, два, три, четыре и растянутая пятая волна. Это первый возможный сценарий для третьей синей волны. То есть вот для вот этой вот волны. Это первый возможный сценарий. В таком сценарии пятая голубая волна, вот эта, просто будет растянута и продлится еще несколько, примерно 4-5 лет. То есть, ну вот как по вот этому сценарию, как вот здесь вот. В этой ситуации третья синяя волна будет просто немного больше первой синей волны. Ну или такого же размера, ну или может быть 1,6. И закончится примерно в 2028-30 году, где-то в области 3-3,5. То есть, ну, где-то вот здесь. Вот в этой области. Тогда мы просто перекрасим голубые циферки, вот эти вот, и вот эту, синий цвет, и будем ожидать начала формирования четвертой синей волны. Ну, то есть где-то вот здесь она начнет формироваться, то есть так он будет колебаться. То есть это, естественно, третья и четвертая волна – это только составные части вот этой вот третьей волны. Это структурно наиболее простой вариант развития третьей синей средней волны, то есть вот этой вот. Но еще раз хочу особенно подчеркнуть, что сейчас мы смотрим на годовые свечи. И понятие «скоро» или «завтра», «послезавтра» в этом представлении имеет длительность не менее 2 лет. Напомню наше отношение к динамике рыночных цен и их графиков. Не цены на золото движут процессами и приводят к изменениям. Золото к доллару только отражает, классифицирует и оценивает протекание этих процессов и является их прямым следствием. Золото – это только термометр, который мерит температуру, но никак не является причиной изменений этой температуры. Причины гораздо глубже. Но они абсолютно материальные. Я бы сказал, физико-экономические. При этом в варианте сценария третьей синей волны условным аналогом, то есть вот этой вот, условным аналогом предполагаемой нами голубой четвертой волны, то есть вот этой вот, является четвертая маленькая синяя волна в первой синей волне, вот здесь вот. То есть это 2008-2009 год. Но аналогия это достаточно условная, поскольку в силу накопления системы энергии развитие идет по спирали. Это то, о чем говорил Маркс. И на каждом следующем витке повторение происходит не буквальное, а в более сложной форме. В нелинейной динамике это свойство сложного самоподобия называется фрактальностью. В такой трактовке при первом сценарии формирования третьей синей волны, то есть вот этот вот, события с 2020 вот отсюда по настоящее время, то есть вот этот фрагмент, это условный, несколько усложненный аналог событий 2008-2009, то есть вот этого фрагмента.
Напомню, это был пробой максимума 80-го года, 1980-го. То есть вот этот фрагмент – это пробитие максимума 1980 года в $1000. Напомню, что тогда, вот в это время, Запад совместно с манипуляцией ценами нефти притравил на нас Грузию. Это было первое предупреждение России и первая попытка ее приостановки в осуществлении ею стратегии вывода мира из развивающейся социально-экономической катастрофы тысячелетия. Закончилось тогда все быстро и бесславно для Запада и для Грузии, как для инструмента первого предупреждения. Воровских трофеев для заделывания дыр у Запада много не получилось. Получилось только обязать Россию нарастить долларовые резервы, то есть увеличить дань. И кризис доллара стремительно развился дальше до 2012 года. Вот отсюда примерно. С 2008 по 2012, то есть с 2008 по 2012 год доллар упал еще в 2 раза к золоту. Примерно с 1000 до 2000. Приостановить этот обвал удалось только началом муссирования мечты о поедании Ближнего Востока через цветные весны и началом колонизации бывшей УССР в 2014. То есть вот здесь вот все эти события происходили. Спешка с началом колонизации Украины объяснялась тем, что свержение Путина всякими там болотами в 2012 не получилось. И углубление колонизации России в 2012 не задалось. Вместо этого Россия неожиданно сорвала намазывание на бутерброд Сирии. Пробой в декабре 2023 года золотом максимум 2020, вот здесь вот, показывает и является следствием того, что деструктивные процессы в западных экономиках подошли к предобвальной фазе. И если не будут предприняты шаги по масштабному присвоению чьих-то чужих богатств, то начнется обвал доллара. Подчеркиваю, начнется. Это не завтра и не послезавтра. То есть все эти слова там начнется и так далее. Длительность у них соответствующая свечам. Год, полтора, два там и так далее. А за этим обвалом последует и обвал всех западных экономик. А следовательно и современной бреттон-вудской неоколониальной системы грабежа Западом, Юга и Востока. Поскольку мы делаем сопоставление коррективного движения золота в 2020-2023 с коррекцией 2008-2009 года, напомню ключевые события с 2020 года по настоящее время. Вот линейку прям проложу. Это попытки поставить мир под контроль при помощи ковидных карантинно-медицинских процедур. Сломавшаяся попытка англосаксов продажи всему остальному миру ветряных и солнечных мельниц и их провокация, имеется в виду англосаксов, России на военные действия в Северном Причерноморье со взрывом маршрутов доставки газа в Европу из России. Держим в уме находящиеся под постоянной угрозой маршруты через Незалежную и через Черное море. Польский маршрут уже заблокирован. То есть это полублокада Европы, которая пока деблокируется контролируемыми поставками с Ближнего Востока. И далее, совсем недавно, в октябре, провокация на Ближнем Востоке, чтобы при помощи Хамаса и срежиссированного и предсказуемого ответа Израиля спровоцировать арабские страны на военное вмешательство и, нанеся им поражение, попытаться взять под контроль нефть Ближнего Востока. В этом же ряду лежит недавняя попытка переворота в Мьянме с целью блокировки Китая. Элементами подготовки к провокации на Ближнем Востоке были так называемый контрнаступ для блокировки России, Мьянма и Филиппины для блокировки Китая, обострение в Закавказье для блокировки России и Ирана. Что-то должно быть в загашнике и для Индии.
А также держим в голове январские выборы на Тайване и мартовские выборы в России. Плюс генерал приехал на Украину. Плюс началась какая-то замута по организации Российской Республики виртуальной. Захват Западом Ближнего Востока позволил бы англосаксам контролировать и Китай со всем Дальним Востоком, и Индию, и Европу. Это примерно по типу блокады Японии перед Второй мировой войной, но только на все 3 региона. Но пока что-то не заладилось, полагая, что как и в начале десятых, когда первый раз запаливали Ближний Восток, проблемы Западу сделали Россия, Китай, Индия и Иран, а также присоединившиеся к БРИКС Саудиты и Объединенные Арабские Эмираты. Дальше либо эскалация ситуации с Западом во всех горячих точках в надежде победить, либо развитие в ближайшие несколько лет обвала доллара и всей его системы. Поскольку Закавказье и Центральная Азия пока пригашены, наиболее вероятные действия Запада для усиления своих позиций – это новая эскалация и повышение ставок в бывшей УССР, на Ближнем Востоке и, наверное, еще там Тайвань. В качестве ответа полагаю, что возможно обострение на Корейском полуострове. Имеется в виду, скажем так, то есть блока, который, скажем так, больше стоит, который олицетворяет юг и восток. То есть это обострение на Корейском полуострове начнет растягивать и так сильно истощенные ресурсы Запада, которые они в основном истощение, которое они в основном добились в бывшей УССР. Может быть, к этому ответу добавится еще эскалация в Венесуэле. Я имею в виду к ответу Юга и Востока, в ответ на эскалацию Запада. Напомню, что в августе и сентябре в среднесрочном и долгосрочном прогнозе я позиционировал возможный будущий разворот, разворот золота из коррекции и возможный пробой максимума 2020 года как следствие начала поражения Запада в Северном Причерноморье. Разворот золота, как тогда и предполагалось, произошел вблизи уровня 1820 в октябре. А затем через несколько месяцев, в декабре, произошел пробой максимума 2020 года. Это означает, что стратегии и действия Запада пока не приводят к остановке кризиса доллара. У Запада нет экономических решений развивающегося кризиса доллара, поскольку он не понимает причин того, что происходит с его экономикой. Поэтому более вероятно его действия по военной эскалации ситуации на Ближнем Востоке в надежде взять под контроль нефть. Вспомогательные направления – это Северное Причерноморье и потенциально Тайвань. Но похоже, что в краткосрочной перспективе нескольких месяцев, Запад не готов к обострению из-за исчерпания ресурсов и нарастания кризисных явлений в его экономике. Поэтому ему необходима краткосрочная деэскалация и сужение фронтов. Стратегически Западу нужны действия, которые увеличат вероятность в горизонте 3-5 лет взять под контроль ресурсы Ближнего Востока и желательно Венесуэлы, чтобы потом взяться за Россию, Китай и Индию. Если вероятность этого сценария начнет расти, то это поддержит доллар и приостановит развал западной системы. Выразиться это усиление доллара может только в его стратегическом усилении к золоту. Идеальный вариант – совершить такие действия и получить такие результаты, имеется в виду идеальный вариант для Запада, чтобы золото уверенно на несколько лет ушло в область как минимум 1400-1600. То есть хотя бы куда-нибудь вот сюда. Подчеркиваю, во-первых, необходимо, чтобы оно ушло туда на несколько лет, а во-вторых, статистически значимо. И то, и другое предполагает, что падение золота должно быть
следствием конкретных действий и полученных материальных результатов. Простое заигрывание золота вниз без фундаментальной подоплеки не поможет. Рынок просто поглотит эту золотую интервенцию. Одним из элементов такой манипуляции может быть краткосрочный резкий подъем ставок в горизонте ближайших нескольких кварталов. Но манипуляции ставками – это тоже временная мера, которая должна быть подкреплена впоследствии переделом реальных ресурсов и собственности. А мирный потенциал таких переделов уже давно исчерпан. Поэтому Запад для дальнейшего предотвращения обвала доллара и всей неоколониальной Бреттон-Вудской системы наиболее вероятно пойдет по пути усиления военной эскалации и противостояния с глобальным Югом и глобальным Востоком, пытаясь их расколоть. Аргентина – одна из отмычек этого замка. А главная его скрепа – это расширенный БРИКС. Во главе с тройкой – Россия, Индия, Китай. Один из шагов этой эскалации – направление в Киев американского генерала Антонио Агута. Все аналитики трактуют это как попытку дублирования аборигенного командования для заморозки конфликта, и для координации этой заморозки. Но есть одна деталь. Американский генерал приехал в Незалежную не один, а со своим штабом. А штабы оптом не меняют, потому что на реинтеграцию системы штабного управления уйдут месяцы, если не кварталы. Поэтому наиболее вероятная цель американского генерала – это выстраивание взаимодействия ВСУ с войсками НАТО. Ситуация такова, что одних поездок в Рамштайн для этого уже недостаточно. И генерал, скорее всего, на самом деле прибыл для построения этой системы интеграции. Ее глубина и характер зависят от реальных планов англосаксонских элит. Пробой золотом максимума 2020 года, то есть этого места, показал, что результаты контрнаступа, как и всей военной операции в Северном Причерноморье, а также характер поглощения и структурирования Хамаса израильской провокации Ближним Востоком не останавливают сценария развития падения доллара. Поэтому Причерноморский театр требует эскалации и повышения ставок с целью остановить развитие поражения на нем Запада и отвлечь ресурсы России от Ближнего Востока. Похоже, что это настоящая цель прибытия в Киев американского генерала с его штабом. Глубина взаимодействия может быть вплоть до введения в той или иной форме американских или войск НАТО на территорию Незалежной. Прибытие генерала со штабом – это фактически первая фаза этого процесса. Полагаю, что под этот сценарий Зеленский уже мог и обратиться или к Штатам, или к НАТО с просьбой о введении войск. Теоретически могут реализовываться варианты вплоть до прямого размещения контингентов США или НАТО на тех или иных рубежах, от Днепра до западных областей. В любом случае, американский генерал в Киеве для того, чтобы предотвратить развитие сценария быстрого поражения Запада в Северном Причерноморье. По всей видимости, эта подготовка к военной эскалации увязана с намерением Запада упредить так называемую виртуальную Российскую Республику по типу венесуэльской Гуайдоландии. Очевидно, что и то, и другое нацелено на обострение обстановки в России во время выборов президента в марте. В идеале Западу сценарий противостояния с глобальным Югом и Востоком необходимо трансформировать так, чтобы реальное усиление доллара к золоту сломало сформировавшуюся сейчас картину увеличивающейся вероятности краха доллара. Радикальным для Запада является набор действий и результатов, который приведет к уверенному и долгосрочному усилению доллара в область как минимум 1400-1600 долларов, что приведет к нарушению условий существования всей третьей синей волны, то есть вот этой вот.
то есть вот этого сценария. И, соответственно, сильно понизит вероятность крушения доллара в ближайшие годы. Подчеркиваю, должна идти не борьба за то, чтобы золото куда-то ушло, на что часто нацелены западные управленцы, а действия должны дать такой результат и прогноз по сценариям экономики, в результате которых доллар должен усилиться, что уже в свою очередь определенным образом отразится на курсе золота к доллару. Должна быть не цель загнать золото куда-то, а просто правильный путь. А как известно, правильный путь к неправильной цели не приводит. Промежуточным и наиболее вероятным вариантом для золота, скорее всего, будет усложнение формирования сценария третьей синей волны, то есть вот этой вот. Это усложнение как раз и будет результатом усиления и углубления противоборства между Западом и глобальным Югом и Востоком. Усложнение сценария динамики золота просто отразит это более сложной структурой третьей синей волны, то есть вот этого фрагмента. Ну, там выше будет, потом подвинем. Похоже, что это выразится в том, что вся голубая пятиволновая последовательность, начавшаяся в 2016 году, то есть та, которая вот здесь вот началась, вот она, эта пятиволновая последовательность, может стать только первой волной в третьей синей волне. То есть вся вот эта пятиволновая конструкция, это будет только первая волна. В этом случае вся пятиволновая голубая конструкция в схеме внутренних волн, или вот всей третьей синей волны, по аналогии со схемой внутренних волн первой синей волны, то есть вот этой, вот они внутренние волны, схема внутренних волн в первой волне, станет только первой маленькой синей волной. Вот в этой средней синей волне. То есть вся вот эта конструкция пятиволновая, голубенькая, станет только первой волной. То есть и займет место аналогичное вот этой первой волне в первой синей волне. То есть вот эта вот пятиволновая конструкция структурно будет занимать вот это вот место. То есть, грубо говоря, а дальше еще вот такая динамика примерно. Именно поэтому я предварительно всю вот эту конструкцию разметил не синенькими циферками, а пока только голубыми. Но у нас пока еще нет определенности, первый будет сценарий или второй. Ну, я пока, как бы, скажем так, то есть пометил голубенькими цифрами. В этом втором сценарии, если оценивать масштаб третьей синей волны, примерно вот этой вот, примерно как 3-5 размеров ее предполагаемой внутренней маленькой волны, то есть вот этой вот, первой волны имеется в виду, то есть именно при этом сценарии, то ее размер будет в диапазоне от 3 до 5 тысяч долларов. То есть вот ее размер, около 1000 долларов. То есть 3-5 размеров это плюс 3-5 тысяч долларов. А если смотреть от ее начала, примерно 1000-1100 долларов, то это примерно будет 4-6 тысяч долларов. То есть примерно вот в этой области. То есть в этом сценарии, в этой области может завершиться третья синяя волна. Эта оценка тоже не противоречит нашим фундаментальным оценкам по обеспеченности доллара денежной массы США, ФРС США золотом. Если в этом случае оценить, подчеркиваю, минимальный временной масштаб предполагаемой третьей синей волны, примерно как 3 временных размера ее предполагаемой первой волны, то ее окончание сместится ближе к 40-м годам. То есть, ну вот куда-то вот сюда вот, ближе к 40-м годам, где-то вот к этому месту. То есть в этом случае предполагаемая третья синяя волна приобретет сложный и существенно растянутый характер. Это встречается достаточно часто. Что это будет означать в реальности? То есть каков экономический смысл этого растяжения? Напомню, что рост золота – это падение доллара.
то есть снижение его покупательной способности, рост инфляции в зоне доллара и падение покупательной способности зарплат в США и на Западе в целом. Об этом свойстве золота мы, как меры качества валют и индикаторы будущей инфляции, мы с вами говорили в ролике «Золото-доллар. Связь золота с зарплатами и инфляцией, с энергетикой и циклами». Ссылка на него сейчас на экране и под этим видео в его описании. Но третья синяя волна – это только составной элемент большой третьей зеленой волны, то есть вот в этой, начавшейся в 2000-х годах, то есть вот здесь. Вся вот эта третья синяя волна ассоциируется с нами, третья зеленая волна ассоциируется с нами как вторая фаза кризиса долларовой Бреттон-Вудской неоколониальной системы. И в общем, как общий кризис западной модели развития. Так, пока еще оставим. Причиной возможного растяжения третьей синей волны, если он произойдет, будет являться упрямствование Запада на правильности своей парадигмы неоколониального устройства мира и сопротивление назревшим и происходящим переменам. Но самое главное – это ресурс, который Запад использует для этого сопротивления. Этот ресурс – необеспеченная эмиссия контролируемых Западом валют, являющихся пока мировыми. Необеспеченная эмиссия, превосходящая темпы роста производства реального мирового продукта, приводит, пауза, задумайтесь, рост денежной массы превосходит рост реально произведенного продукта. Так вот, именно это приводит к перераспределению продукта в пользу контролера и владельца эмиссии. С одной стороны, это ведет к деградации реального сектора самого Запада, что и происходило с ним в последние несколько десятилетий. А с другой стороны, через распределение части произведенного миром продукта Запад направляет его на борьбу с этим же миром. То есть просто сжигает часть мирового продукта в бессмысленном противоборстве, стремясь удержать свой уровень потребления. Но падение привычного уровня потребления связано не с процентами, эмиссиями или контролем рынков. Идет падение эффективности всей совокупной мировой экономики, а значит и уровня совокупного потребления. И у этого процесса совершенно объективные физико-экономические причины, на преодоление которых и направлена стратегия России по выводу мира из этой катастрофы тысячелетия. А поскольку у Запада нет ни понимания настоящих причин развивающейся сейчас глобальной экономической катастрофы, ни, соответственно, эффективной и реальной стратегии выхода из нее, единственное, что он предлагает, это псевдозеленый толерантный проект, имеющий целью только сохранение уровня жизни для небольшой кучки ростовщиков. Называется это инклюзивный капитализм. При этом Запад явно перешел к исключительно силовым и военным методам достижения своих целей. Как сам толерантный псевдозеленый проект так называемого инклюзивного капитализма, так и военные методы его продвижения с точки зрения эконофизики – это уничтожение общих ресурсов человечества, которые могли бы быть направлены на реальный прорыв человечества в новую техноэнергетическую эпоху, который осуществляет и предлагает его всему миру Россия. То есть стратегия, избранная Западом, с одной стороны, через градацию производственного контура его экономики ухудшает его собственные будущие возможности по выходу из глобального кризиса, а с другой стороны, через эмиссию контролируемых им пока еще мировых валют перераспределяет и уничтожает в инспирируемой им войне часть ресурсов мира, которые могут быть использованы на переход в новую техноэнергетическую эпоху и выход из глобального кризиса. Именно поэтому глобальная стратегия БРИКС, как лидера глобальных Юга и Востока, это постепенный отказ от западных валют в расчетах и переход на собственные валюты. Как ни странно, более быстрая реализация этой стратегии приведет не только к сохранению части ресурсов человечества, которые не будут потрачены в войне, провоцируемой Западом, но и принесет пользу самому Западу,
поскольку чем быстрее он столкнется с реальными экономическими последствиями своей ошибочной картины мира, лишенной неоколониальных методов получения ресурсов, тем быстрее он вернется в мир реальных ценностей из своего субъективистского мира российской эксплуатации и толерантного ростовщичества. Наш долгосрочный сценарный прогноз конкретизировался и уточнился тем, по какому сценарию будет развиваться третья синяя волна, то есть вот это вот. Этих сценариев три. Первый, который мы рассматривали, это сценарий относительно простой третьей синей волны, примерно в область 3-3,5 тысячи. Примерно вот сюда вот в это место. Второй сценарий, рассмотренный нами, это сценарий растянутой третьей волны, примерно в область 4-6, то есть примерно вот сюда. Внимание! Напоминаю, что мы сейчас смотрим на годовые свечи, и ближайшие несколько свечей могут иметь достаточно широкие границы колебаний в рамках обоих этих сценариев. И, наконец, третий сценарий, ставший менее вероятным после пробоя максимума 2020 года, то есть после вот этого события, которое произошло в декабре. Третий сценарий – это условия отмены сценария формирования третьей синей волны, то есть вот этот вот фрагмент перестает быть третьей волной, то есть перестает удовлетворять условиям формирования третьей волны. После пробоя максимума 2020 года вероятность реализации этих условий существенно уменьшилась. В следующем ролике мы с вами как раз и займемся конкретными ценовыми условиями разделения этих трех сценариев и перехода одного сценария в другой. Также мы актуализируем среднесрочный сценарий и прогноз и стратегии поведения при их реализации. Вся динамика в четвертой, динамика золота в четвертой голубой волне, вот здесь вот, 2020-2023 года, так же, как и пробой максимума 2020 года, непосредственно связаны с действиями России и ее Центрального банка в последние 4 года. А также именно с той стратегией проведения России СВО, которая реализована на сегодняшний день. Мы с вами также оценим характер возможных событий и их исходов, которые могут повлиять на реализацию того или иного сценария и на переходы между ними. Но имеется в виду в следующем ролике. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что не движение золота, валют или рынков управляют ситуациями в реальном мире. Если провести очень упрощенную и грубую аналогию, то рынки – это сообщающиеся со всей экономикой сосуды. Экономика в долгосрочном плане зависит от политических решений, а в экстремальных ситуациях и от военно-политических. Но взаимное влияние идет в обе стороны. Поэтому иногда, но очень редко, выраженные движения рынков, валют или золота могут повлиять на общую ситуацию, но в направлении уже развивавшихся ранее тенденций. То есть они, как правило, могут чему-то способствовать и ускорить или замедлить развитие событий, но в подавляющем количестве случаев не могут изменить направление течения объективных процессов кардинально, потому что важны масштабы энергии взаимодействующих процессов, а долгосрочные тенденции рынков только отражают результат этого взаимодействия. Очень-очень упрощенный, но характерный пример. Бесполезно изощряться в финансовом управлении и перекредитовании, если у вас принципиально устаревшие технологии или идея бизнеса. Необходимо изменять суть самих процессов, лежащих в основе вашего дела. Если вам интересны дальнейшие события на рынках, их прогноз и их связь с военно-политической и экономической картинами, то подписывайтесь на наш с вами канал на всех площадках. Напомню, что основными площадками являются Дзен и Рутюб. Также вы можете подписаться на наш канал в Телеграме. Канал везде имеет одинаковое название: «Золото, валюта, богатство». Ссылки на площадке канала под этим видео в его описании. Ваши подписки помогают продвижению канала и его монетизации. Поскольку YouTube отключил монетизацию, я наиболее заинтересован в развитии площадок на Дзене и на Рутюбе. Поэтому, если вы уже подписаны на YouTube, прошу продублировать вашу подписку
на Дзене, Рутюбе и в Телеграме. Ссылки под этим видео. От ваших подписок зависит возможность монетизации канала. И чем выше эта возможность, тем выше вероятность того, что канал останется бесплатным. Я хочу как можно дольше сохранять канал бесплатным, поэтому прошу вас помочь хотя бы подписками. На этом разрешите откланяться, пожелать вам ясной и доброй проницательности по поводу происходящих вокруг событий. Победа будет за нами, и жизнь будет продолжаться. До встречи в следующем ролике, друзья.